Спиноза как воспитатель. Ясно, что любая попытка психотерапевтической или даже профилактической коррекции психологических отклонений, возникавших у заключенного, должна была быть направлена прежде всего на то, чтобы, вопреки лагерной действительности, снова обратить его к будущему, какой-то значимой для него цели в этом будущем. Некоторые люди сами инстинктивно пытались поддерживать себя этим. У большинства было что-то, что их поддерживало, и в большинстве случаев это что-то находилось в будущем. Человеку вообще свойственно ориентироваться на будущее, существовать в его свете, как бы subspecie aeternitatis, с точки зрения вечности, применяя латинское выражение. К этому просвету в будущем, к попытке заглянуть в будущее он прибегает в свои самые тяжелые минуты. Иногда это становится своего рода трюком, спасительной уловкой. И что касается меня самого, то я могу вспомнить вот такое переживание. Морозным днем, под ледяным ветром я ковылял в своей колонне из лагеря на рабочую площадку, чуть не плача от боли в ногах, распухших, покрытых язвами и потому втиснутых в незашнурованные ботинки. Ум мой был неотступно занят тысячами проблем нашего жалкого существования. Что можно будет съесть сегодня вечером? Если дадут ломтик колбасы, то не лучше ли поменять его на кусок хлеба? Что сделать с последней оставшейся от премии сигаретой? Может быть, обратить ее в миску супа? И где раздобыть кусок проволоки для закрепления ботинок вместо той, что уже изломалась? И попаду ли я сейчас в свою привычную рабочую группу или отправят в какую-нибудь другую, да еще с лютым, постоянно рукоприкладствующим бригадиром? И что бы такое предпринять, чтобы наладить хорошие отношения с тем капо, который может помочь мне достичь невероятного счастья, остаться работать в самом лагере и не делать дважды в день этого жуткого марша? Мне самому уже противно, что под давлением жестокой необходимости меня ежедневно, ежечасно одолевают только такие вопросы. И вот тут-то я использую свой прием. В следующее мгновение я вижу себя стоящим на кафедре в большом, ярко освещенном, красивом, теплом зале. Я делаю доклад, и публика, сидящая передо мной в уютных, мягких креслах, заинтересованно слушает. А говорю я о психологии в концентрационном лагере. И все, что угнетает и мучит меня сейчас, как-то объективируется для меня, видится уже с высоты научного анализа. Этот прием помогает мне подняться мысленно над действительностью, рассматривать ее так, будто она уже в прошлом, уже миновала, а сам я со своими страданиями стал уже объектом интереснейших психологических исследований, мною самим предпринятых. Как говорил Спиноза в своей «Этике», «Affectus, qui passio est, desinit esse passio simulatque, eus claram distinctam formamus idea». Тот, кто не верит в будущее, в свое будущее, тот в лагере погиб. Он лишается духовной опоры. Он позволяет себе опуститься внутренне, а этому душевному упадку сопутствует телесный. Это происходит иногда внезапно в форме какого-то кризиса, признаки которого хорошо знакомы сколько-нибудь опытным лагерникам. И все мы боялись увидеть не столько у себя, ибо это было бы уже неотвратимо, сколько у своих друзей
начало такого кризиса. Обычно это выглядело так. Однажды человек остается неподвижно лежать в бараке. Он не одевается, не идет умываться, не идет на построение. Его невозможно поднять. Он не реагирует ни на просьбы, ни на угрозы, ни на удары. Ничто на него не действует, ничто не пугает. И если толчком к этому кризису послужила болезнь, все равно он не хочет идти в лазарет, не хочет, чтобы его туда отвели, он вообще ничего уже не хочет. Он лежит в собственной моче и экскрементах, но даже это его не трогает. Связь между этим опасным для жизни душевным упадком и утратой чувства будущего стала для меня очевидной при весьма драматических обстоятельствах. Староста Блока, достаточно известный иностранный композитор и либретист, однажды доверительно сказал: «Слушай, доктор, я хочу тебе кое-что рассказать. Мне тут приснился примечательный сон. Какой-то голос сказал мне, что я могу узнать все, что захочу. Надо только задать свой вопрос». И знаешь, что я спросил? Я спросил, когда для меня кончится война. Понимаешь, для меня. Это значит, когда нас освободят, когда кончатся наши мучения. «И когда же ты видел этот сон?» — спросил я. «В феврале 45-го. Разговор наш происходил в начале марта». «Ну, и что этот голос тебе ответил?» Он ответил: 30 марта. Тихо, таинственно прошептал мой собеседник. В тот момент он был еще полон надежд и даже уверенности в том, что этот голос был пророческим. Но предсказанный срок приближался, а просачивавшиеся в лагерь вести делали маловероятным предположение, что к 30 марта фронт приблизится к нам и сделает возможным наше освобождение. 29 марта у этого человека резко поднялась температура. 30 марта, в тот самый день, когда по предсказанию голоса для него должна была кончиться война, он начал тяжело бредить и потерял сознание. 31 марта он умер от цепного тифа. Для того, кто знает, какая связь существует между душевным состоянием человека и иммунитетом организма, достаточно ясно, какие фатальные последствия может иметь утрата воли к жизни и надежды. Мой товарищ умер в конечном счете от того, что жестокое разочарование ослабило его защитные силы, и он не смог больше противостоять инфекции, которая и до того была очень распространена. Иссякла его вера в будущее и устремленность к нему, и организм сдался болезни. Так трагически исполнилось пророчество. Для него война кончилась. Это единичное наблюдение, сделанные из него выводы совпадают с более общими данными, на которые обратил внимание наш главный врач. В неделю между Рождеством и новым 1945 годом смертность в лагере была особенно высокой. Причем, по его мнению, для этого не было таких причин, как особое ухудшение питания, ухудшение погоды или вспышка какой-то новой эпидемии. Причину, по его мнению, надо искать в том, что огромное большинство заключенных почему-то питали наивную надежду на то, что к Рождеству они будут дома. Но поскольку надежда эта рухнула, людьми овладели разочарование и апатия, снизившие общую устойчивость организма, что и привело к скачку смертности. Мы уже говорили о том, что каждая попытка духовно восстановить, выпрямить человека
снова и снова убеждала, что это возможно сделать, лишь сориентировав его на какую-то цель в будущем. Девизом всех психотерапевтических и психогигиенических усилий может стать мысль, ярче всего выраженная, пожалуй, в словах Ницше: «У кого есть «зачем», тот выдержит почти любое «как». Надо было в той мере, в какой позволяли обстоятельства, помочь заключенному осознать свое «зачем», свою жизненную цель, а это дало бы ему силы перенести наше кошмарное «как», все ужасы лагерной жизни, укрепиться внутренне, противостоять лагерной действительности. И наоборот, горе тому, кто больше не видит жизненной цели, чья душа опустошена, кто утратил смысл жизни, а вместе с ним смысл сопротивляться. Такой человек, утративший внутреннюю стойкость, быстро разрушается. Фраза, которой он отклоняет все попытки подбодрить его, типична: «Мне нечего больше ждать от жизни». Что тут скажешь? Как возразишь?